Не, нажала на кнопку записи, видео просто остановилось. Поэтому я записываю следующее. Короче, я лох в плане записи всякими модными девайсами. Но, в общем-то, тут ничего сложного нету. Кнопку нажал, держи. Она сама за себя все делает. Посмотрим. Вот. Все начиналось волшебно, потому что до этого я уже несколько лет провел в Таиланде. Точнее, даже не в Таиланде, а я реально был просто в Бангкоке. То есть я вот во всякие эти на острова и прочее. Я никогда там не был, никуда не ездил, ни в Паттайю, ни в Пхукет, ни на Пхопанган, ни вот сюда. Я просто тупо приезжал и зимой тусил в Бангкоке, потому что я люблю вот большие города, как бы они ни были утомительны, иногда где движняк. И, короче, было вообще прикольно. То есть тогда я еще занимался уличной фотографией, потом выложу ссылку на свой Flickr, там, Instagram, если интересно будет, посмотрите. Но я не пытаюсь это даже рекламировать, потому что я этим особо толком уже и не занимаюсь, но оно все еще есть. А вот, сейчас, кстати, сейчас мы дойдем до куска стены, а потом, наверное, вот пойдем туда, в ту сторону вернемся. Стену просто покажу. Короче, да, в принципе, я уже был знаком с Бангкоком, куда я переехал. У меня даже какое-то время я там снимал маленькую комнату. Ну, это называется Thai Style, то есть это не квартира с кухней, а квартира без кухни, но со своим туалетом и душем. То есть это такая чисто тайская квартира, которую здесь, в принципе, можно снимать вообще за недорого. Вот здесь вот до сих пор в Чангмае можно такую комнату снять за 2500 бат в месяц. В принципе, что вообще как бы копейки. Вот. Ну, в Бангкоке можно за 5500, за 6 такое снять. Ну, в нормальном месте где-то. Вот, то есть, учитывая то, что до этого я там жил и в Европе, и в Америке, и в Японии, эти цены, они, конечно, вообще радуют. И тогда радовали, до сих пор радуют. Вот эта часть уже такой вот оборонной стены. Вот это вот внешняя часть, потому что я снаружи залез. Короче, я в больнице, тут все дела. Как я уже сказал, я буду просто тупо переключаться, потому что мне немножко хочется прокомментировать о том, что я снимаю, и продолжать говорить о своем. Саун-Док гейт. Ворота Саун-Док. Вот. Здесь они, кстати, такие, в принципе, считаются, мне кажется, даже священными, наверное. По крайней мере, я знаю, что если ты будешь лазить вот по всем этим руинам, то на тебя наругают обязательно. Потому что у них вообще, они вообще чувствительны к тому, кто на что наступает и как наступает. То есть вот нельзя, наверное, залазить. Для них это кощунство такое, судя по всему. Короче, опять я про ворота. Начинался этот мой новый период именно вот жизни в Бангкоке довольно, интересно. То есть и квартира нашлась прикольная. И квартира нашлась прикольная, и работа, в принципе, сразу нашлась, и причем на работе, в принципе, там не надо было прям что-то особо, то есть это не мешки с картошкой таскать, это преподавать детям, которым было там, я не помню, это была уже типа начало средней школы, то есть там, может быть, им там лет было, наверное, или конец начальной школы, то есть лет по, максимум там по 12-13, наверное, что-то такое. Но они все сидели на удаленке тогда. То есть мой первый опыт был связан больше даже не с детьми, с общением с ними, а такси Максим, кстати, тут везде, чтобы вы знали, такси Максим вообще в Азии довольно распространенная тема. То есть я не знаю, по-моему, они есть на Филиппинах и даже в Иране, там где-то они есть. Здесь вот такси Максим, это новый игрок на рынке.
Короче, фишка в чем? Фишка в том, что самая тяжесть работы в Таиланде, учителем, по крайней мере, а еще кем-то здесь работать устроиться сложно, потому что здесь очень ограниченный список профессий, которые, ну, то есть большая часть профессий, она зарезервирована для... Вот, это я, если что, снова, а меня, наверное, там даже не видно, вот сейчас видно, вот, привет всем. Короче, в общем, реально по-быстрому устроиться здесь только учителем. Если по какой-то профессии, там, то это, скорее всего, будет нелегально. Или ты, если ты прям супер специалист, и они, может быть, могут там как-то доказать, что никого больше они не могут найти на эту работу. Вот, смотрите, какое еще дерево тут невероятное. Может быть, тогда могут вас взять тоже. Я сразу говорю, что я вообще, в принципе, по карте не особо смотрю, куда мы идем. Я так более-менее ориентируюсь здесь уже. Был несколько раз, про это тоже расскажу. Вот, и работа здесь, в школе, она обладает своей спецификой, про которую я как раз и хочу рассказать в первую очередь. Но мне сравнивать особо не с чем, потому что в школе я больше нигде не работал. И может быть это вообще везде нормально, как бы я просто этого не знаю. Вот. Скутеры в аренду. Сколько стоят? 450, 500, 350, 350. Вот это развод, кстати. Я сразу такие вот детали буду рассказывать. Мало ли вдруг кто смотрит, потому что в Таиланд собирается, конечно, 350. Это вообще развод, короче. То есть 250 это стандартная цена. А вообще, в принципе, это вот какая-то гостиница, все в бамбуке. 250 стандартная цена, но я вот, допустим, сейчас снимаю за 150. Есть разница, да, то есть причем я снимаю за 150 абсолютно новый байк, ему полгода, там 5000 километров на нем всего проехано. В общем, здесь нужно смотреть, потому что в чем это я беру в аренду, то есть я взял в аренду на 2 недели, понятно, небольшая скидка, потому что, или большая скидка, потому что на долгий срок, типа, в общем, за 350 не берите. И даже за 250 старайтесь не брать, старайтесь там за 200, если найдете. Но если новый, то за 250 нормально, в принципе. Почему новый лучше? Потому что, ну, как мне кажется, он бензина, скорее всего, меньше жрать будет. Потому что он, ну, у него там еще все плотно. О, кстати, тоже такой домик прикольный, пойти посмотреть. Вот в Чангмае вообще много каких-то вот скрытых мест, конечно, в Бангкоке еще больше. Но здесь просто удивляешься, что кажется, что вообще уже все посмотрел. Город-то маленький. А нет, каждый раз что-то новое находится. Короче, опять обратно возвращаемся туда. Работа в школе. В общем, работа в школе здесь заключается в том, что, естественно, весь менеджмент, вообще все люди, которые там в отделе кадров, которые занимаются бумажной работой и прочее, они все тайцы. И это вот первое как бы место, ну, где ты реально сталкиваешься с тайским менталитетом по-настоящему. Потому что когда ты здесь турист, то есть ты, в принципе, ничего особо как бы о них не понимаешь. Ну, тайцы да тайцы. Ну, тут какой-то двор такой. Что-то все там китайцы туда пошли смотреть. Тоже надо пойти посмотреть. Вот. Здесь даже надписи тоже на китайском. Что это за место, я не знаю. Вообще понятия не имею. Но что-то прикольное. Вот здесь такой пруд красивый. Статуэтки тигров тощих. Ну вот видите, здесь тоже вот такое уже больше что-то какое-то китайское, то есть, потому что здесь тоже своя была волна. В общем, куда ни сунься, на самом деле, а здесь везде все с ними связано все связано с Китаем, что вот здесь на севере, по-моему, они даже быстрее сюда как бы эмигрировали, то есть раньше была эмиграция на север, вот в Чангмай, чем в Бангкок. Вот здесь вот такие пагоды,
невероятные. Это какой-то храмовый комплекс, короче, про который я вообще ничего не знаю. Вот, здесь написано какой, знаете, то есть получается все равно какие для туристов тоже, наверное, может быть полезно. Вот нельзя входить в ботинках в храмы, нельзя в шортах, в майках, потому что плечи были закрыты. Вот, пожалуйста, одевайтесь опрятно во время посещения буддийских храмов, необходимо соблюдать некоторые правила. Дела. Вот тут у нас чуваки, молодые монахи гуляют, а может быть им нельзя, может быть им надо вот так делать, тогда они ответят, вот так они отвечают. Вот. Про монахов я тоже отдельно еще поговорю, но пока вот так просто общие вещи. Вон там Будда сидит, ну туда, естественно, в ботинках нельзя, мы туда и не пойдем, просто пройти. Так, красота. Но в таких местах даже особо болтать неохота, просто хочется показать. Тут такая конструкция какая-то, которая что-то натягивает. Может быть, флажки на них висят. Здесь висят колокольчики, которые можно, видимо, позвенеть. Посмотрим, что здесь написано. Вот это что значит вообще? Нельзя. Непонятно, нельзя жечь благовоние или можно, что вот там специальная штука для благовония, по идее. Ну, колокольчики. Я думаю, можно позвенеть. Здесь их много. Всеми позвенеть. Ну ладно, всеми позвеним. Офигеть. А здесь другие колокольчики. Вот, в общем, это на самом деле довольно символично, что я как бы заканчиваю и начинаю одновременно на севере, здесь в Чангмае, свое это кручу колесо сансары и прочее, потому что места здесь действительно такие намаленные и
ну, от Бангкока, который является таким центром бизнес-жизни, светской. Конечно, место довольно немножко отличается. Да, ну мы дальше про Бангкок. Вы уже, наверное, поняли, что тайцы буддисты, раз у них везде Будды сидят, но буддизм у них своеобразный, и к вещам они относятся как-то по-своему, и вообще живут они интересно. Ценности у них, конечно, есть, но как они эти ценности интерпретируют, иногда вызывает, мягко скажем так, ты. О, ну, посмотрите, какой сидит. Надо зайти. Вызывает шок. Назову это шоком, потому что, в общем, после небольшой периода эйфории, когда в ковид, когда, по идее, вообще весь мир был закрыт, я оказался просто в волшебной стране,